Всем привет! Сегодня у нас заключительная часть мини-курса на тему автоматизация постинга при помощи Zenapostera. Итак, мы остановились на том, что мы создали тело поста, код HTML, то есть BB. Вот он лежит в нашей базе данных в таблице постинг. Вот. База данных тест, таблица постинг. Итак, для того, чтобы постить наши топики, нам нужно первое. В корне нашего шаблона должна быть папка topics. Сюда мы будем складывать наши топики, категории, то есть по порядку, какие у вас там будут мультфильмы, фильмы, документалки, все это будет здесь в отдельных текстовичках. В самом текстовичке у вас будут лежать ссылки именно на ваши темы, топики. Вот здесь, как у меня представлено, 1, 2, 3, 4, 5, то есть, одним словом, у вас будет больше, а для примера мы будем рассматривать только один вариант. Также прошу обратить внимание, имя файла совпадает с именем таблицы. Вот, смотрите, я выделю Кинофильмс постинг, и оно идентично имени таблицы Кинофильмс постинг. Это для упрощения работы. То есть, чтобы нам не создавать дополнительные поля, мы просто парсим конкретные данные из конкретной таблицы. Приступим. Загрузить профиль. Мы пока профиля еще не создали. Вот у нас в конце работы будет создан. Получаем список файлов. Следующий экшен — получить список файлов и положить его в список topics. Приступаем. Так, мы это выполнили. Проверяем список topics. Так. Здесь надо было его почистить для начала. Теперь будет все верно. Должна быть одна ссылка на один файл. Вот он, есть. Кинофильм постингс. Так, следующий элемент. Получить строку topics. Так, у нас есть всего лишь одна здесь строка, но у вас, когда вы будете плодотворно работать, здесь может быть несколько топиков, 10-15, у кого сколько. Получаем одну строку, она ложится в переменную топик. Вот, переменная — это просто ссылка на сам файл. Следующий экшен — мы читаем этот файл. Прочитали и ложим его в переменную topic links. Вот, нас интересует вот этот элемент. Мы его можем взять при помощи регулярного выражения. Так, вот у нас есть регулярочка, вернее сказать. Давайте посмотрим на нее. Она неправильно прописана, она прописана для другого форума. Но мы можем ее элементарно упростить, зная, что у нас нету никаких других форумов. То есть, если конкретно для какого-то форума, она в таком виде не будет работать. Давайте пропишем уже, как должно быть. Пропишу элементарный, самый элементарный способ. Не хочу тратить время. Так, смотрим. Ее не зацепило. Угу. Вот так нужно. Так, переименуем.
Такая переменная есть, ну пускай остается. Я думаю, разберетесь. С именами переменных это просто имена. Можно называть как угодно. Следующий, первый элемент это идет регулярное выражение. Мы просто парсим вот эту ссылочку на наш топик. Второй элемент парсится имя базы данных. Смотрите, здесь прописана регулярочка и база данных имя будет у нас. Сейчас мы посмотрим. Так, вот мы получили. Так, следующий элемент это будет select post. Мы обращаемся к нашей базе данных тест и парсим первый элемент с нашей таблицы. Таблицы базы данных, ну, это будет строка, колонка пост. Вот мы это должны получить сейчас. Вот смотрите, здесь переменная имя базы данных, которую мы вот здесь мы ее спарсили. То есть мы должны сейчас уже получить пост, тело поста. Вот, нормально все есть уже. Следующий элемент мы получаем ID. ID нашего поста в нашей таблице. Вот ID 1 должно быть. Ну, мы видим, напротив стоит. Просто самый элементарный SQL запрос. Мы просто парсим первую строку. Вот и все. Никаких здесь сложных конструкций нет. Получаем ID и по этому ID уже протираем нашу строку вот здесь в следующем элементе. Протираем, смотрим. Вот, в таблице исчезла первая строка. Замечательно, она у нас уже скопирована в переменных, посттекст есть уже. Все. Дальше мы переходим по ссылке, которую мы спарсили. Ну вот, прочитали файл и регуляркой спарсили саму ссылочку. Переходим по ней. Ну, вот эта страница как раз и открыта. Давайте я перейду куда-нибудь на главную. И еще раз попробую перейти. Разделю. Это как бы следующий элемент. Все. То есть мы делаем вид, что это наш топик. Ну, это, конечно, не наш. Но мы делаем вид. Сейчас я разлогинюсь с сайта. Нам нужно следующее. И здесь нам надо проверить, залогинены ли мы. Проверяем авторизацию, это как при парсинге контента. Нам нужно просто к чему-то привязаться. То, что должно быть или не быть. Вот, например, слово регистрация. И его не будет, если вы будете залогинены. Делаем создать проверку на наличие выделенного текста. Вот. Создал. Вот это переход на страницу, первый экшен, он нам не нужен. Мы его трем. Так, следующее. Проверяем. Берется текст регистрация, проверяется, есть ли он в наличии. Итак, мы видим, что он есть, экшен показывает вот этот логический оператор. Регистрация должна равняться пустоте, то есть она такой не является. Значит, нам нужно просто залогиниться. Мы берем, наводим сюда мышкой, конструктор действий и right-click, все, добавили. С зеленой точечки, типа позитивный ответ. Здесь высвечивается баннер, мы делаем авторизацию при помощи юкоза. То же самое. Клик по баннеру. Нажимаем. Вот нас перекинуло на страницу. Ну это просто кукис не почистила, надо почистить, наверное.
Сейчас повторим все заново. Переходим на страницу. Клик по вход. Клик по кнопке. Вот. Теперь нас просит ввести email и пароль. Так, где-то у меня было записано в текстовике. Вот. Берем наш email. Кликаем правой кнопочкой. Конструктор действий. Здесь. Ага. Set. Все. Добавили. Сюда проверяем. Работает. То же самое с паролем. Клик по кнопке «Войти». Входим. Отлично. Мы залогинены. Делаем еще раз проверочку. Здесь пишем вот так. Ну, переход на повторный круг проверки. Взять текст. И проверка. Выбивает на ошибку, потому что на этой странице не находит текста регистрация. То есть, ну, потому что не находит, потому что мы залогинены. Все нормально. Так. Следующим нашим действием нам нужно нажать на кнопку «Ответить». Добавляем ее в конструктор действий. Клик. Action. Нажимаем. Дальше смотрите. У нас есть переменная посттекст. Нам нужно ее сюда добавить. Опять-таки в конструктор действий. Опять set. Тут прописываем нашу переменную. Вот она. Добавляем ее в конструктор действий сюда. К нашим экшенам. Проверяем. Работает. Отлично. Добавила текст. Следующий элемент, ну, у нас, скорее всего, он у вас не будет. Это распознать капчу. Капчу можно и руками распознать, ну, как бы для примера, но в самом Zenapostер оно руками работать не будет. Нужно специальный Excel. Вот он у меня уже настроенный. Я выбрал, здесь расскажу вкратце, распознать активная вкладка. Здесь вы в настройках Zenapostер будете прописывать ваш ключ и выбирать сервис. И самое главное, не забудьте указать, где распознавать. Ну, смотрите, здесь есть варианты вкладки, и через сайт Key мы выбираем вкладки. Прожимаем, смотрим. Работа пошла, но это займет кое-какое время. Капчу распознала. Нам теперь нужно нажать на кнопочку «Добавить ответ». В конструктор действий здесь выбираем клик. Вот и все. Добавить. Не знаю, как она сейчас будет. Форум ругать за ссылки не будет. Можно, конечно, здесь прямо подправить. Написать вот так. Вот и все.
куда бы не злить администратора. Но вы должны понимать, что здесь будет наш пост. Нажимаем на клик. Вот и все. То есть пост добавлен. Это, конечно, не наш пост, но суть вы поняли. То есть на самом деле должно быть вот так. Сейчас я предпросмотр. Вот это должно было быть добавлено, но мы этого не стали делать, потому что на этом форуме за это будут ругать. Я не хочу этого делать. Так, после этого нам нужно обязательно уйти на тайм-аут, ибо на форумах размещать посты один за одним не нужно. Пауза, здесь вы можете указать любую паузу, то есть либо точная, либо интервальная, как душе угодно, там на 5 пауза в секундах. У вас, конечно, она будет побольше в минутах. Ну, прожимаем паузу. Все. Следующий экшен, смотрите, нам нужно получить ссылку на следующий топик. Но у нас там ничего нет, потому что у нас всего один топик. Мы когда брали ссылочку, мы удаляли сразу строку. И у нас это идет пустой топик. Ну, то есть уже закончились наши топики. Категории, лучше так сказать. Получаем. И мы видим, что мы получить ссылку, экшен нас отбивает в ошибку. И мы улетаем на следующий экшен сохранить профиль. Все, мы сохраняем профиль, и можно добавить логика. Тут что-то написать. Конец. Конец работы нашего шаблона. Ну, этот ответ вам будет в Зенопостере. Ну, чтобы вы понимали, что все нормально, все пропустилось без ошибок и красиво, корректно. Сохраняю шаблоны. Все эти шаблоны, два, старт и постинг, вы получите. Я его прикреплю к последнему видео. Ссылочку для загрузки будет. Ну, надеюсь, вам все было понятно. Если что-то непонятно, извините. На форуме Зенопостера есть все детально расписано, как что работает и какой экшен. То есть, ребята, читаем там. Там все есть. Всем спасибо, до свидания.